Привет, друзья! Сегодня хочу показать вам очень быстрый перекус из баклажана. Готовится просто, получается сочно, нежно и с аппетитной сырной корочки. Давайте сразу приступать. Берем баклажан и разрезаем его вдоль на две половинки. Теперь на каждой половинке делаем надрезы крест на крест, чтобы получились вот такие симпатичные ромбики. До конца не прорезаем, кожица должна остаться целой, чтобы баклажан держал форму. Наш баклажан уже готов, поэтому теперь нам нужно приготовить ароматное масло. В оливковое масло добавляем любимые специи. У меня это смесь острого перца, копченой паприки, кунжут и сушеного чеснока. Все хорошо перемешиваем и, конечно же, добавляем соль. С помощью кисточки тщательно смазываем половинки баклажана по всей поверхности. Я немного развожу на дорезе руками, чтобы масло со специями попало не только сверху, но и внутри, во те самые ромбики. Так баклажаны получатся еще ароматнее и вкуснее. Наши половинки баклажана выглядят уже вот так. Теперь нам нужно их, собственно, запечь. Я их отправляю в аэрогриле на режим гриль на 10 минут. По истечении этого времени наши баклажаны уже готовы. Они стали очень мягкие и они, видите, вот так и просто расходятся. И теперь нам нужно сверху добавить томатный соус. У меня он готовый и уже с базиликом. Он сюда идеально подойдет. Берем примерно по одну ложку на каждую половинку и хорошо распределяем по всей поверхности. И теперь нам нужно добавить сыр. Сыр можете брать любой, который вам нравится. Гауду, сыр со травами, с базиликом или просто обычный твердый сыр. Я сегодня буду использовать копченый сыр. Он дает такая приятная нотка и очень интереснее при запекании. Нам нужно его теперь нарезать на тонкими слайсами. Ну, не прям, чтобы они светились как бумага, но где-то миллиметра 2-3. И после этого, когда мы его нарежем, мы их вот так красиво будем класть на наш баклажан поверх, чуть-чуть с нахлестом. И все, наш быстрый перекус из баклажанов практически готов. Теперь нам нужно его отправить в аэрогриле где-то на минутки 2-3, чтобы он растекся и получилась такая золотистая корочка. А после этого я вернусь уже к вам с готовое блюдо и, конечно же, будем его пробовать. Ребята, если вы любите баклажаны, то обязательно попробуйте их, потому что они получаются очень вкусные, а готовятся за считанные минуты. Если вам понравился сегодняшний рецепт, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!